Не снимай, не выкладывай. Я поехала с Женькой на дальняк. Женьку не снимаю, он, потому что не любит этого. Вот. Мы поехали с ним кататься. Сейчас загрузимся и не знаю, куда-нибудь поедем. Короче, прикольно, блин. Мне вообще нравится кататься. Женька пошел документы оформлять, я сижу. Если кто-то ездит по магнитке, берите меня с собой. Спать не дам точно. Стоим на погрузке. Приехали загружаться. Женька пошел документы оформлять. Так, вырубай камеру на. Камеру вырубай. Не снимай, не выкладывай. Так, пошла погрузка, короче. Спустя, наверное, час, не знаю, сколько мы тут сидели. Женька пошел крышу разбирать. У него евроштора, прикинь. Сейчас поедем. Еврошторка. Конструкция, блин. Чик. Вау. У меня усилов не хватило. Вот бы она была автоматическая, да? Да и так нормально, не заедала, А. Что там, мазать надо? Не, их нельзя мазать. А. Она потом говном забьется. Я тебя не снимал, на днях я был у Женьки, мы с ним варили вот эти ушки. Вот эти вот. Чтобы он не габарит мог возить. Вот видишь? Чтобы борта не телепались, мы их ремнями, короче, крест-накрест, и она едет четенько. Правда, тут перекладина еще есть, но все равно как-то это все прижимается и не играет более-менее. Что вот Женька 2 миллиона в этот кузов бабахал, прикинь. Шторка на газельке. Кайф. Все, погрузили. Запаковка. Ага. Бесконечная газелька, короче. Бесконечной длины. Майерск, блин. Это да. Хуандонг, Хамбург. Ничего себе. Чайна Шибинг. Ушали. Майерск. Свифт. Ничего себе. Это же американская фирма Свифт. С одним вагоном. Все, увязались. Сейчас еще в 2 места. А у меня уже телефон 50% зарядки. Я тут нафоткал. Вот этот переезд прикольный. Здесь поезда только и ходят туда-сюда обратно. Вот решился. Ну, забрали. Приперлись на вторую загрузку. Вот такая тут атмосфера. Склады. Моцик стоит. Прикольно, короче, кайфую. Вот, короче, вот за этим помещением направо и моя проходная. Это же метиска была. Честно говоря, вообще никаких что-то Уже в частных руках. ощущений нету. Ее уже разорили, блядь. Вот он, проходная моя. Там за 3 копейки. Куда я ходил? Сейчас она крытая. Метиска. Конечно, сейчас покрасивше стало немножко. Так хозяин крытый. Чем раньше. Будка собачья стояла. Слушай, вообще 100 лет тут не было, еще 100 лет. Мы сходили с Женькой по очереди в кафешку покушать. Я
Сначала он сходил покушал, потом я. У нас открытый кузов, как ты помнишь. Там дорогой груз. В общем, надо охранять. По очереди сходили, покушали. Последняя точка загрузки и на выезд. Время без 4 минут 2, прикинь. А мы еще даже из города не выехали. А вчера Женька мне говорил, что мы в 12 он должен был со мной заехать. Мы застряли на первой погрузке. В общем, не знаю, во сколько мы теперь приедем. А у меня сегодня день пенсии, прикинь. Ну ничего, мне не горит. Я завтра схожу, получу. Приехали. Люди живут с Магнитки, приехали. Расстроились тут. Занимаются фермерским хозяйством. Что тут только нет. По центре на моциках гоняют. Вот один моцик, вон второй. Барящики. Вот такой вот монстр. Короче, все тут 104 километра от города, прикинь. Купили дом вот такой. А это они уже его построили, он говорит. И просто фермерским хозяйством занимаются. Строят себе. Развлекаются тут как могут. Полей до хрена. Класс. Класс. Дырчик. Еще один дырчик. Прикольный на таком. Погазовать. Дизельный. Стою, знак охраняю. Гениальный способ разгрузки. Чик. Отлично. Вот и все. Сейчас получается в 9 часов выехали. Сейчас 5 часов. Вот прикинь. Полдня. 3 загрузки объехали. Сейчас еще час домой будем пилить. Такая же туха. Не снимай, не выкладывай. Выдвинулись домой. Разгрузились. А вот он, его домище, да? Ну, с этой стороны менее эпично все смотрится, да? С той стороны-то вообще там огромный двор, хозяйство, индюки всякие там. Техники-то сколько, офигеть? Молодец. Такой трактор, сякой, блин. Я вот тоже так хочу. Бусик стоит с этим, с прицепиком. С жилым. А мы едем домой.
18 августа, девчонки, мальчишки. За окном дождяра, короче. 8:30, а я вот решил попробовать обложку поделать. Появилась такая новая функция в конве, короче. Очень прикольная функция. Нажимаешь на нее, сейчас я тебя уже не найду, не напишу, не покажу, где она. Сейчас, вот, например, там она уже у меня активирована просто. Вот она. Magic Wires. Короче, нажимаешь на нее, и что у тебя происходит? У тебя происходит вот такое. Представляешь? Вся фотка разделена по слоям. Ну это же просто капец. Ну это ж капец. Ну то есть взял я 2 комбаря и унес их куда-нибудь. Это вот я тебе снимал вертикальное видео, это было 9:09. Сейчас 9:20. Вот, они посверлили что-то там. И все. Ничего нету. Никакой воды, понимаешь? Я проснулся, блин. Я мог бы и позже встать, понимаешь? Ну, а какого хрена, понимаешь, вот эта вся движуха начинается в такую рань? Как человеку проснуться, умыться, блядь, в туалет сходить, чай вскипятить? Я не понимаю, какого хрена вообще? Это что, блядь, такое вообще? Ты что за издевательство, блядь? Ну, у меня ни чая, ни хрена, ничего. Вот с утра я вот... Что было, вот пельмени жарю вареные. Мамка привезла, ладно хоть. Меня, короче, это так бесит. Не, ну вы хотя бы начните часов в 12 это все, хозяйство, понимаешь? Только 9 пробило, они начали тут долбить. Ой, я, конечно, прям, знаешь, хочется пойти наверх и прям стоять и орать под дверью. Просто, понимаешь, целый час орать, чтобы им плохо стало. Но это как бы не совсем красиво получится. Просто, знаешь, я не знаю, как еще вот с такими людьми. Это просто твари какие-то, блядь, я не знаю. Мрази, у меня других слов нет просто. Жопой. Сгонял в банк, получил документ. Выписка по счету. Только что вышел, 2 часа назад вышел подкаст. Вот я его посмотрел и поехал за документом. Сейчас отдам документ в контору и поеду в сад. И сегодня у нас репетиция с басистом. Но вот так как группа у нас большая, у нас не бывает все ровно. Поэтому с басистом, но без гитариста. Но гитарист как бы второй, который на акустике шпилит. Поэтому не страшно. Мне как бы ценнее басист на репе, чем гитарист. Поэтому вот. Имею в виду второго гитариста Санечка. Хотя он очень классный музыкант. И все, ничего против не имею. Очередь за бензином. Ничего не меняется пока что. Как они вот стояли, так и стоят. К сожалению. Народ страдает до сих пор. Так, а я взял документ, отнес его в контору. Последний месяц, последний раз, можно сказать, отнес. Вот. Я прям заскучал по кофейку, по-хорошему. Аж не могу оторваться, прям, прикинь. Все тут в стройках, вообще все строится. Еду прям и подтягиваю. Моя бывшая работа. Вышел подкаст, я его посмотрел. Надо же, всего год прошел, а я ни черта не помню. Вот я сижу, говорю и сам себе удивляюсь, короче. Ну там в подкасте что-то говорю, а тут сам себе удивляюсь. Думаю, надо же, какие умные мысли задвигает типок. Реально. Просто, как будто это не я вообще. В машине, значит, дичайшая влажность. Как я это понимаю? У меня начинают залипать кнопки. Вот эти. То есть у меня автоподъем и автоспуск, как это называется, не знаю. Только водительская кнопка. То есть ты нажал до конца, и она поехала.
Остальные кнопки нет. Отпустил, и она дальше не поднимается. Но сейчас можно нажать, и оно пойдет опускаться или подниматься. Потому что кнопки от влажности залипают. К сожалению, вода где-то поступает на борт. Так что вот. Не пофиксилась эта беда. И утром, зайдя в машину сегодня, я это конкретно почувствовал, что влажность стоит такая, что... А это для куба это, ну, нехороший признак, потому что гниет он на ура. Помнишь, да, вот рулем я мотал, у меня скрип был. Он и сейчас есть. Но мне накидали варианты, что это может быть. А так как я закачал масло во все шаровые и ничего не изменилось, то вариант один. Это опорные подшипники. Вот такая беда. Короче, здесь не бывает так, что ты вот месяц ездишь, и тебе ни на что не надо тратить деньги. На что-то, да, надо всегда. Поэтому вот. Сейчас мы возьмем, значит, ступицу вместе с подшипником. Бензином еще воняет вовсю. Не знаю, что с этим делать. Прям вонь идет конкретно. Поменяем чехол на гранате. Вот там внешний. Этот надо в первую очередь менять. Вот. Втулки стаба. И вот, собственно, подшипники. Скорее всего, вместе с подушками нужно будет их менять. Не снимай, не выкладывай. Вот так вот. Ну, потому что сентябрь, сейчас все равно люди, по идее, Менять получается. Слушайте музыку каждого дня, с сонного утра молитвы, что потаенные чувства хранят. В памяти улиц разлит и слушайте музыку теплых ночей, день ускользающий прожит голос любви посреди мелочей, как уходящих прохожих. Слушайте музыку прошлых секунд, боль опоздавших мгновений, тени по стенам умыла текут, тени немых поколений. Слушайте музыку встречи разлук, тайны судьбы мироздания, старых часов полузвон, полузвук будущего ожидания. Слушайте музыку капель дождя, шепот весны по аллеям, капли друг с другом всю жизнь говорят, грустью в сердце навея. Слушайте музыку, ту, что внутри тихо звучит по наитию. Слушайте музыку вечной любви. Жизнь ее назовите. Не хватило одного.
мире звездной дышит, я лечу к тебе все выше путь. И близок до тебя загорается и гаснут огоньки в темноте классной вечной лишь полярная звезда. Космос мире звездной дышит, я лечу к тебе все выше путь. И близок до тебя загорается и гаснут огоньки в темноте классной вечной лишь полярная звезда. Сливается светом и сутью, все летит, растворяя себя до той маленькой, вечной и хрупкой, что зовется, наверное, душа. В это небесно-голубое я пущу самолетик бумажный, это беззаботно шальное. Сделаю шаг свой бесстрашно и понимаю, быть может, мир это слишком далекий, но попытаюсь его достать из памяти тревога и воспоминания детства. Глаза словно спелые вишни, смотрящие вниз предвкушением. Мамин голос услышал, дитя закричало фото, такое наивно простое, душа так чиста, песни в ее бабушкин дворе, собачка и мамины руки, дедушкин мотоцикл, и каждый день новые звуки. Кажется, жизнь бесконечна, а мир он такой необъятный, что жить еще целую вечность куда нас спешить. И рядом воспоминания детства, глаза словно спелые вишни, смотрящие вниз предвкушением. Мамин голос услышал, дитя закричало фото, такое наивно простое, душа так чиста, душа так чиста. В каждой трещинке прячется детство, домашние, словно щенки. Облака к тополям по-соседски подплывают гонять ветерки. Он пронзителен, белый и синий. Короткая тень над землей, в легких кедах с летучей резиной лежит мальчик, навечно живой. Воспоминания детства, глаза словно спелые вишни, смотрящие вдаль с предвкушением. Мамин голос услышал, дитя закричало фото, такое наивно простое, душа так чиста, душа так чиста. Воспоминания
наверх, наверх, и просто радоваться, радоваться, как дети, мелочам, мелочам, и потом радоваться, как радоваться, как дети, мелочам. Первый снег. Ой, блин. Извините. Сейчас. Палит, да, вот палит, да. Не снимай, не выкладывай. Ты ждал репу с басистом? Вот получи. Ну, у нас, как всегда, все через жопу. Есть басист, но нет гитариста. Себя люблю.